Здравствуйте, мальчики и девочки, с вами снова Джов, и это вторая часть моего ввода по ИС-4, крепкий орешек номер 2. В прошлой части я вам рассказывал про различные тактические наработки, про то, как играть на этом танке во взводе, просто знакомил с танком, рассказывал, что изменилось, как и к чему это, собственно, все привело. Во второй части я буду вам рассказывать о технической стороне игры на ИС-4. Как надо ездить, как надо танковать, как надо правильно становиться перед врагом, как себя вести в каких-то ситуациях и так далее и тому подобное. То есть все то, что касается самой техники игры на этом танке. Я уже вам говорил, что считаю данный танк одним из самых бронированных в игре. Вы, конечно, можете со мной не согласиться и сказать, что, мол, у Мауса броня крепче, у него там все толще, больше и массивнее. Да, ребят, конечно, если посмотреть на табличные характеристики брони Мауса, то они, конечно, посолиднее. То есть тут 200 мм лоб, 185 борта, 160 задница, и все это, конечно, смотрится весело. Но обратите ваше внимание на то, насколько Маус больше ИС-4. Он, наверное, раза в 2 больше ИС-4, он в 2 раза заметнее. В него на поле боя в 2 раза легче попасть. Конечно, если в бою не будет арты и Маус будет танковать там с расстояния там 400 метров, то под какими-то наклонами при становлении ромбиком его будет очень трудно пробить. Но давайте обратимся к реалиям и все-таки согласимся с тем, что большинство боев на тяжелых танках происходит на дистанциях 200-300 метров, а иногда даже и 100 метров. Поэтому в этой ситуации мы опять же обращаем свое внимание на ИС-4. Посмотрите, тот же танк 10 уровня, у него может быть броня табличная поменьше, но посмотрите, какие у него отличные наклоны. То есть лобовая броня под наклоном, щеки под наклоном, башня вообще не пробивается, про нее даже не будем говорить, она разве что шьется в крышу, как я уже говорил ранее. И борта, ребят, борта у ИС-4 очень читерные и очень, я бы сказал, даже волшебные. Кроме того, что они сами по себе имеют броню 160 мм, они еще находятся под наклоном. Конечно, сейчас мы этого не видим на модельке, потому что нам мешает фальшборд, но на самом деле они загнуты внутрь. То есть, так же как и ИС-7, сейчас вам покажу, секундочку. Так же как и ИС-7, видите, у ИС-7 тоже видно, что они вот так вот внутрь загнуты. Если кто-то видел чертежи, то он обратил, наверное, на это внимание, что борта вот так вот под наклоном. У ИС-4 та же петрушка, там тоже борта, они хорошо бронированы и они под наклон. Поэтому, на мой взгляд, ИС-4 это один из самых эффективных и удобных в игре тяжелых танков по продавливанию направлений, вытанковыванию урона и в целом ведению геймплея именно как на тяжелом танке. И сегодня я вам это покажу. В данном вводе не будет 3 полноценных боя, будет просто 3 отдельные большие такие сцены, где будет собрано все самое вкусное и, скажем так, наглядное. Я вам покажу 3 разных фрагмента на 2 картах, где в 3 разных ситуациях мне приходилось на ИС-4 стоять под перекрестным огнем, иногда из-за своей ошибки, иногда из-за ошибки союзников, иногда по какой-то другой причине. Но у всех этих ситуаций есть одно общее свойство. Мне надо было вытанковывать урон и вести себя очень аккуратно, очень осторожно и очень грамотно. И я надеюсь, мой ввод поможет вам эффективнее вытанковывать урон на этом танке и на остальных всех, которые, может быть, будут похожи по геймплею на ИС-4. Итак, поехали! Итак, дорогие зрители, это первый фрагмент. Мы на карте линия Зигфрида. Как видите, я играю один, но я все-таки решил включить этот бой в рубрику Squadwork, потому что у нас в данном бою получился очень неплохой геймплей вместе с моим союзником, которого я совсем не знаю. Это игрок DJ Sun 08 на Т-110. Вот, в этом бою он немножечко зафейлил, я пришел ему на помощь, и в целом у нас получился неплохой такой тандем. Итак, поехали. Как видите, я прокатываюсь чуть вперед, становлюсь на стандартную нычку, а вот мой союзник делает ошибку и в одиночку заезжает в центр города, ребят. Это на самом деле очень глупо с его стороны, очень необдуманно, потому что у нас в городе, как видите, по миникарте еще никого нету, и его сейчас могут со всех сторон поджать. Я уже вижу, что 4-ка прокатывается с парапета, и сейчас она будет заходить в борта 110-ки, поэтому я спешу ему на помощь. Выезжаю на врага, и смотрите, куда я стреляю, ребят. Я стреляю ему в бок корпуса через передний каток. Зачем я это делаю, ребят? Я это делаю за тем, чтобы не только нанести урон, но еще чтобы посадить противника на гуслю и не дать ему уехать. Дается дамаг, проходит урон, отлично, противник на гусле. Пока есть время, ребят, в данной ситуации отлично показывается время, точнее значение тайм-менеджмента в игре танки.
Итак, смотрите, противник пока что один. У нас тут двое. Надо быстро его додавить и максимально задамажить, а даже, возможно, попытаться уничтожить. Пока никого нету, это сделать довольно-таки просто. 2-10 уровнем против одного. Поэтому я, конечно же, выезжаю на него, получаю дамаг, но при этом продолжаю его вытанковывать и агрить на себя. И пытаться задамажить, конечно. Вот 110-ка, как видите, она не глупая, она тоже подъезжает, конечно, получает какой-то дамаг, получает по гусле, но я считаю, что все равно в этом бою довольно-таки неплохо сыграл игрок на 110-ке. Итак, я его спас, мы отпугнули на время из 4, но я уже вижу, что подкатывается семерка, а в это время 110-ка отвернулась назад, ай-яй-яй-яй-яй, даю в НЛД. 110-ка отхватывает на 429, это очень много, я поглядываю назад, нет ли там кого, и начинаю прикрывать союзника. Вот это, ребят, тоже одна из важнейших таких элементов рандомного боя. Если вы видите, что ваш союзник, что он грамотный, что он умеет стрелять, что он хотя бы что-то знает о тактике, то прикрывайте его, потому что плюс один грамотный ствол в рандоме, это всегда хорошо. Итак, что я делаю? Я захожу в клинч с семеркой, вижу, что сзади еще 2 четверки, и мы будем стараться вытанковывать и тянуть этот бой. Итак, я в клинче, но при этом смотрите, что я делаю, ребят. Я стреляю не в семерку, я стреляю в того, кто пытается объехать 110-ку. Мы сейчас в очень плохой ситуации. Сейчас моя задача отъехать как можно больше назад. Я добиваю из 4. Как видите, в данной ситуации я не стал стрелять ни в семерку в эту, ни поворачивая башню назад. Я добил ваншотного. Плюс просто мы сделали минус 1 ствол. После этого я отъехал назад, чтобы не стоять, извиняюсь, не стоять в ловушке между семеркой и 110-кой. И чтобы иметь простор для маневра. Отъезжаю назад, и я начинаю фокусить именно тот танк, который фокусит наша 110-ка. Итак, конечно, они все дамажат его именно. Большая печаль. Семерка загорается очень хорошо. Я продолжаю ее клинчать. Я пытаюсь, как бы, в данной ситуации, как видите, я пытаюсь обратить внимание врагов на себя. Но, к сожалению, они, видимо, попались довольно-таки умные. Или, может, они боятся имбовости 110-ки и все-таки агрятся на него. Поэтому я выцеливаю из 4, потому что у него меньше всего хп. Добиваю его, но, к сожалению, кто у нас? Семерка добивает 110-ку. Я продолжаю стоять в клинче. Конечно, вот это для меня не очень хорошо, потому что выцеливать в клинче довольно-таки трудно семерку. Я вот даю дамаг в приборы наблюдения, но после какого-то там патча они уже пробиваются с уроном намного реже. Но все равно семерку добивают. И посмотрим, ребят, на ситуацию на поле боя. Что у нас получилось? У нас получилось, что 3 топовых тяжа противника были разменены на 1 топовый тяж у нас. И я считаю, это очень хорошо. Я считаю, это очень-очень суперово. Итак, что у нас осталось? У нас осталась еще одна семерка фуловая. Она вот тут в переулочке. И я, собственно, окрыленный своим успехом, еду за ней. Выкатываюсь из-за угла. Аккуратненько так. Даю дамаг в НЛД и начинаю тупо ее давить. В принципе, ситуация на поле боя уже в нашу пользу. Вот, поэтому я ничего не боюсь, и немножечко вот меня наказали за мою, скажем так, за мою наглость. Арта накрыла, даю еще один дамаг в НЛД и начинаю ехать прямо на И7. Еду на него, вот тут уже подходит перезарядка, и смотрите, ребят, как я еду. Вот сейчас смотрите очень-очень внимательно. Я еду на него не лбом, а полубоком, то есть стараюсь немножечко так ехать змейкой, чтобы постоянно находиться полубоком к нему. В данной ситуации очень часто бывает, что неопытные игроки, стараясь попасть в бок, они его просто не пробивают. Смотрим. К сожалению, попадаю в гуслю, как тогда из 4, но при этом, видите, без дамага. Не повезло мне в этот раз, видимо, снаряд ушел под корпус. Вот, только что вы увидели, что я проехал перед И7 полубоком, и он попал мне в гуслю, попал в каток. Снаряд не пробил боковую броню, и дамага, собственно, мне не нанеслось. Я выцеливаю его в щеку, в фару, так называемую, и добиваю. И на этом у меня, в принципе, все. Вот такой вот бой. Я думаю, вы сами видели, как я помог союзнику, как мы убили 3 тяжей вдвоем, и как я добил последнего тяжа. Ну, немножечко, конечно, отхватил от арты, но я думаю, это не суть важно. Итак, давайте перейдем к следующему фрагменту на карте Химмельсдорф. Итак, дорогие зрители, это второй бой, второй фрагмент. Я на карте Химмельсдорф на Ис-4, и я во взводе со своим знакомым Муразором. Муразор вам уже может быть знаком по предыдущей части ввода по Ис-4, тогда он катался на Е75 и 50-120. Что мы видим по сетапу, ребят? По сетапу, конечно, карта Химмельсдорф, куча 10-х уровней,
куча тяжелых танков, и это значит, что будет бодрая танковая Рубилова, да, ребят? Ну и, конечно, я, как наиболее опытный тут игрок, наверное, один из наиболее опытных, я, конечно, еду на банан, чтобы вытанковывать там урон и просто сдерживать это довольно-таки трудное направление. Туда уже, как видите, приехал объект 704, он занял такую самую вкусную точку, где, по идее, я должен был вытанковывать бортами. Вот, поэтому что я делаю? Я вытанковываю бортами, но не от угла, не от этого угла, как это обычно делают все, а от его тушки. Виднеется из 4 вражеский, я аккуратненько выезжаю, стреляю, и смотрите, ребят, я мало того, что в него попадаю, он еще не имел никаких шансов попасть по мне, потому что видел он только вот такую вот мою проекцию, то есть кусок бортовой брони под диким наклоном и башню. Ни то, ни другое пробить практически невозможно. Разве что голдой, наверное. И то, если ВБР смилостивится. Поэтому я делаю дамаг, еду вперед и прячусь. Тут в меня врезается Е100. Отличный игрок. Просто, кстати, хочу обратить ваше внимание на этого союзника на Е100. Мы с ним еще встретимся. Он большую такую кучу пользы принесет в этом бою. Он будет очень эффективно танковать, играть и вообще покажет очень отличную тактику. Вот если у вас есть танк Е100, покупайте его, играйте так же и будете получать огромную кучу опыта в каждом бою. Вот все, что я могу сказать о Вьетнаме. Итак, я опять вытанковываю бортом. Но мне мешает, как видите, сзади Е100, судя по звукам, железо, которое трется друг от друга. Я высматриваю, не спешу выкатываться первым. Тут я уже вижу, что Е100 мне мешает. Я догадываюсь уже, знаете, такие в голове догадки появляются о том, что это за танкист, блин. И смотрим на Е100, ребят, смотрим на Е100. Посмотрите на него, ну это ж просто жесть, это просто жесть, ребят. Походу, это даже этот, скажем так, танкист, он даже не в танке играет, по-моему, он на экскурсии. Посмотрите, как он смотрит, куда он смотрит, на дома смотрит? Посмотрите, пожалуйста, налево. Слева находится прекрасное строение начала 20 века с очень интересной архитектурой. Эта архитектура была заложена немецким архитектором таким-то, таким-то. Е100 такой смотрит, как интересно, да, зачем мне играть, какие там враги, вы чего, тут такая архитектура. Посмотрите на эти окошечки, какие двери интересные, какие машинки, ой, как разбитое стекло. Это, наверное, что-то в стиле, знаете, современного арта, да, такой, знаете, вот все пошкрябанное, разбитое. Ой-ой-ой, какой чердачок. Слушай, вот он, наверное, мечтает туда залезть, в этот чердачок. Ну, лучше бы он туда залез, потому что в этот момент боя у меня на ум приходили только матерные выражения. Но, тем не менее, ребят, как видите, я еду за ним. Почему я, ребят, еду за ним? Потому что я уже догадываюсь, как свой бой закончит данный игрок. И хочу использовать его приятную тушку в своих корыстных целях. Хочу обратить ваше еще внимание на то, что вот этот вражеский С4 тоже поступает очень грамотно. Он танкует абсолютно так же, как это делал я, через борта. Поэтому пробить его нереально в такой ситуации. Поэтому я на него и не смотрю. Я еду за нашим Е100. Вот тут я получаю дамаг от Мауса, но, ребят, но это вынужденный дамаг, потому что мне надо было спрятаться за кем? Правильно, за соточкой. Я прячусь за соточкой. И смотрите, ребят, что я делаю. Я становлюсь за ее корпус, и как видите, из-за ее корпуса у меня торчит только одна башня. Полностью мой корпус скрыт, и очень удобно стрелять по противникам, а они практически не имеют шансов меня пробить или сделать со мной что-либо другое. Итак, вот тут я немножечко спешу, не попадаю в щеку Маусу, который, кстати, тоже неплохо стоит за кучкой мусора и вытанковывает урон. Вот, не попадаю в щеку, поэтому в следующий раз я опять выкатываюсь, как я это делал раньше, и выцеливаю ВЛД вражеского И4, второго. И, собственно, ребят, посмотрите на эту ситуацию. Один вражеский топовый тяж, точнее, извиняюсь, один союзный топовый тяж в лице меня может в такой вот ситуации держать 4 врага. 4 врага. Вот, конечно, меня еще прикрывает сзади наша четверка, но это ненадолго. И, собственно, продолжаем смотреть, что происходит. Сотку продолжают разбирать. Я стою за ней, не пробиваю почему-то ВЛД. Вражеский 4, видимо, прошел низкий порог пробиваемости у снаряда, и не получилось. Факир был пьян, и фокус не удался. Смотрите, ребят, в отличие от меня, Из-4 просто союзный отхватывает пендюль за пендюлем. Вот он уже только что 2 дамага отхватил. Почему он отхватил? Ну, потому что он выехал на 4, ну, на 4 или на 3 ствола, и вообще никак не пытался ни доворачивать, ни что-то еще делать. И, конечно, это очень печально. Я продолжаю выцеливать четверку, четверки не видно. Опять не попадаю в щеку, потому что не вовремя повернул башню Маус. Это, конечно, нехорошо.
Тут я опять выкатываюсь на И7. Опять обращу ваше внимание, как я выкатился, что видит И7. Посмотрим вот на угол. Вот семерка. И что она видит, ребят? Она видит только бочину, которую пробить нельзя. Кусочек, маленький кусочек щеки, который надо еще попасть, выцелить. То есть надо довольно долго сходиться. И башню, которую она не пробьет. А я вижу корпус боковой, бортовой, извиняюсь. Борт корпуса. И я пробиваю. Итак, продолжаем держать направление. Выкатывается у меня четверка. Она делает все грамотно, но она не учитывает изменившуюся ситуацию. Она стреляет по мне, стреляет в борт, не пробивает, а я стреляю ей прямо в ЛД и пробиваю. То есть, как видите, в данном случае вражеский игрок немножечко переборщил с откатом назад, показал мне свою ВЛД, лобовую проекцию и получил туда снаряд. Вот он опять делает ту же ошибку, я опять стреляю. Он не успел выстрелить и зафейлился. Что тут можно сказать? Тем временем союзники сзади меня продолжают отхватывать дамаг. Из-4 практически умер. Муразор тоже уже отхватил немало. Вот, а я держу направление, играя из-за трупа. Из-за трупа союзного Е100, который приехал на экскурсию. Опять выцеливаем борт. Еще раз дамаг. Отлично, все. Как видите, я не просто выцеливаю из-за борта Е100. Я даже выцеливаю противников между повернутой башней и корпусом Е100. Даже так. Опять аккуратненько выезжаем. Прицеливаемся. И вот уже хорошо прицелившись, мы пробиваем Мауса в щеку. В принципе, ребят, скажу свое мнение, что вот за этой кучкой Маус тоже довольно-таки неплохо стоял. И если бы у него союзники были бы поумнее, то они бы воспользовались тем, что он агрит на себя немало моих союзников и продавили бы. Но они решили тут стоять. И тем временем, смотрите сами, ребят, пока мы тут держали направление с 4 топовыми тяжами противника 10 уровня, наши союзники, понятное дело, зашли с центра, зашли с ЖД и сейчас будут всех карать. Был отличный танк под названием ИС-3. Просто шикарная и имбовая машина на своем левеле. Но когда вы заканчиваете прокачивать ИС-3, вот вы открываете ИС-8 и думаете, вот он нагиб, вот он передо мной. Но вы взяли ИС-8, пусть он у вас даже не топовый, и у вас такое радостное настроение, и думаете, вот он нагиб, вот сейчас я выйду и всех убью. А на вас вылетает 1390 и пробивает вас 6 выстрелами в лоб. Господи, если бы мне в 10 лет сказали, что я буду играть в танки и буду делать это на ИС-8, я бы залез обратно в утробу матери и сделал бы себя девочкой. Если бы мне сказали, что мне придется играть на этом куске советского ширпотреба, я бы самоуничтожился еще на МС-1. Ну как на этом можно играть? Вы посмотрите сами. Не едет, не стреляет, брони нету. Уверен, Иосиф Виссарионович в гробу переворачивается по 100 раз на дню, когда видит, во что превратили его лучшие творения. Ну где Джо? Где Джо? А Джо на банане нагибает по несколько танков сразу. А почему? А потому что он на читерском ИС-4, который еще собираются апнуть в 7.5. Да куда его апать? Апните ИС-8. А я... Что приходится делать мне? Я в полной попе. Мне сейчас приходится долбиться со 110-м 1 на 1, еще с каким-то не особо одаренным союзником. А потому что я играю на ИС-8. Ну за что мне это? За что? ВБР, или в башню, или, блин, в гусли. Куда я попадаю, блин? Что это за дела? Итак, я вижу, что противники откатываются назад. Тем временем наш союзник убивает союзного ГВ-тигра. Видимо, пытаясь убить Т-50. Печально. Вот тут меня четверка все-таки выцеливает в щеку, пробивает. Закатывается обратно в переулок, и я еду за ней. Собственно, уже бой в принципе сделан. Сейчас осталось только пробить, точнее, извиняюсь, добить врагов. Но я хочу вам еще один момент небольшой показать. Небольшую свою такую ошибку, чтобы вы ее не повторяли. Вот, союзный Ис-4 бодается с противником. Я даю дамаг через гуслю, через ромбик под борта. И сейчас будет моя ошибка, ребят, смотрите. Вот, ребят, смотрите, я стрельнул Ис-4 в борт, но он был под наклоном, и я не пробил.
То есть я, собственно, совершил ту же ошибку, что делали до этого мои враги. Не пробил, он в клинче с нашей четверкой, и, в принципе, это уже все. Да, тут уже бой решен, из 4 умирает, и сейчас надо просто добрать Мауса. Ну что, ребят, можно сказать по этому бою? Мы на банане, точнее, я на банане сдержал, можно сказать, одним танком 4 вражеских танка топовых. И все это сделал, конечно, благодаря тому, что Е100 умер. В принципе, даже хорошо, что он так умер, потому что если бы он умер где-то еще, так же бесполезно, то нам бы, наверное, было бы труднее. Но в данном фрагменте вы убедились, что ИС-4 может отлично танковать не только бортами, не только из-за углов, но при этом в ситуациях, когда можно укрыться каким-то трупом союзника или врага. Итак, перейдем к следующему бою, последнему уже. Итак, дорогие зрители, это последний на сегодня фрагмент, последний бой, последний небольшой такой мануал по грамотной технике игры на таком танке, как ИС-4, и мы снова на карте линия Зигфрида. Я, понятное дело, на ИС-4, мой друг Кирилл Дезертот тоже на ИС-4, мы во взводе. И сейчас вы, в принципе, увидите ту же ситуацию, которую увидели сегодня в первом бою на этой карте. Только если в первом бою на карте линия Зигфрида виноват в ней был союзный Т-110, то в этом бою виноват в ней буду полностью и только я. То есть, как видите, ситуация какая мы сейчас на поле боя. Тут стоит АМХ-50Б, тут Су-152 и тут ИС-3. Сейчас я говорю Кириллу, что нам надо проехать вот сюда, забрать ИС-3 и тут закрепиться. Неверное решение, неверное по той же причине, о которой я вам говорил в первом фрагменте. То есть город все еще пустой, то есть нигде наших союзников нет, мы не знаем, кто находится тут, кто тут, кто тут, кто может находиться вот тут вот за углом. То есть мы не имеем понятия о положении дел на поле боя. Но так как у меня в заднем проходе очень сильно горит и хочется геройствовать, хочется кого-то нагибать, я говорю Кириллу, что надо ехать, и мы, собственно, едем. И сейчас посмотрим, чем это для нас обернется. Я прокатываюсь вперед, Кирилл, кстати, говорил мне, что туда ехать нельзя, это глупо, но я говорю, пофигу, поехали. Я так делаю, в принципе, иногда, довольно часто. Так, получаю дамаг 50Б, не получается вытанковать бортом, вижу тут ИС-3. И при этом, что мы видим сзади? Да, дорогие зрители, именно на той точке, где я вам говорил, стоят два вражеских танка. Это ИС-7 и Маус. И посмотрите, в какой мы оказались абсолютно невыгодной ситуации. Тут стоит 50Б, тут Сушка, сзади ИС-3, слава богу, он на нас пока не смотрит. И тут два топовых тяжа, которые будут нам стрелять в лоб прямо. То есть мы оказались под перекрестным огнем из-за моего неправильного решения. Да, ребят. Что мы делаем? Даже в такой ситуации ИС-4 может отлично вытанковывать урон. Я оцениваю ситуацию, анализирую. Кирилл страшно ругается матом, поэтому я говорю, чтобы он откатывался назад, а сам откатываюсь к домам и смотрите, что делаю. И вытанковываю бортом, собственно говоря. Смотрите, как я выезжаю на семерку, ребят. Я выезжаю. То есть семерка видит, по сути говоря, только мой борт. Вот так она меня видит. Не могу вам показать из-за камеры, но я думаю, вы сами поняли. То есть она видит только мой борт и башню. Я продолжаю вот так вот вытанковывать. Даю дамаг, к сожалению, снаряд уходит под низ, попадает в землю, но сбивает гуслю. Я прячу лоб в домах, выцеливаю семерку. Отлично. Ну, а позади меня, как видите, смотрите, это получается позиция называется лесенка, только немножечко в другом варианте. То есть я вытанковываю бортом от дома, а Кирилл вытанковывает, опять же, бортом и башней только от уже моего корпуса. Довольно-таки неплохая позиция сейчас у нас. Ситуация, конечно, очень критическая, потому что нас с двух сторон зажали. Семерка, как видите, продолжает по мне стрелять, но она ничего не наносит никакого урона, потому что, по сути, она просто стреляет мне по гуслям. Вот. И не пробивает. Сзади Кирилла дамажит, он очень сильно ругается, там сзади уже приехал 50Б, нас зажимает с двух сторон. Я понимаю, что надо быстрее забирать хотя бы одного врага. Есть 420 дамага проходит, я вижу, что тут ИС-3 подкатывается ИС-3 и печалька, забирают Кирилла. И, собственно, ребят, небольшая пауза и пару слов о том, что это произошло полностью по моей вине. Нас зажали с двух сторон, таки 50Б оказался довольно-таки умным, объехал сзади, не продолжал тут стоять. И, собственно, что мне остается делать? Союзники есть, но это слабые союзники, и они за углом. Тут 1375, он сейчас умрет, и слава богу. Ну, а сзади меня топовый тяжелый танк Франции, ИС-3, а спереди меня Маус. Что мне надо делать, ребят? Мне надо вытанковывать, и сейчас увидите, как я буду вытанковывать кормой. Есть удобный труп, опять же, и смотрите, что я делаю, ребят. Я становлюсь бортом, и момент выстрела АМХ-50Б, смотрите, как я, извиняюсь, немножечко дрожит.
Вот, смотрите, как я стоял по направлению к нему бортом под наклоном, и он, понятное дело, не пробил меня в борт под наклоном. Башню он бы тоже не пробил. Я опять откатываюсь чуть назад, продолжаю его выцеливать. Меня пытается пробить Маус, но у него не получается. Так, там еще лев, даю дамаг льва. Пока что я на Мауса не обращаю внимания, потому что к нему я все-таки стою бортом, плюс он очень далеко, и до меня ему далеко ехать. Поэтому я от трупа Кирилла вытанковываю бортом и разбираю врагов. Так, вроде бы сзади есть какое-то движение, то есть немножечко разрядилась обстановка. К сожалению, вот тут, ребята, я совершил ошибку. Маус меня ждал, я выехал, как, извините, последний поц лбом и получил в НЛД дамаг. В отместку выцеливаю Мауса, пробиваю в НЛД и откатываюсь назад. Смотрю назад, тут 59-ка немножечко агрит 50Б и ИС-3, поэтому я опять становлюсь в позу полубоком и буду от борта разводить Маусятинку. Тут она, кажется, опять меня пробивает, и, конечно, это очень неприятно. Тут мы продолжаем бодаться с Маусом, он тоже пытается как-то полубоком становиться, но он не учитывает того, что у него есть довольно слабая НЛД, довольно слабая там броня, и ему стоило бы немножечко иначе играть, поэтому он страдает, конечно. Вот опять я его развожу, вот тут я попадаю в здание, довольно большой разброс был, снаряд ушел влево. Я опять жду перезарядки, смотрю, что, где, как. Вижу, что 59-ку уже поджимают и скоро убьют. Выкатывается резко 50Б. Не успеваю в него попасть, точнее не успеваю свестись и хорошо выстрелить. Снаряд уходит куда-то там в здание. Ну а тут Маус старается встать полубоком и ждет меня. Ждет моего внимания. Молодец, Маус. Что тут сказать. Мне везет, он попадает в дом. Я знаю, что у меня есть преимущество в один выстрел. И смотрите, ребят, куда я стреляю. Хочу обратить ваше внимание, что стрелял я в бортовую броню, но под экраны. У Мауса есть довольно известная слабая точка. Это когда вы стреляете, когда он стоит ромбиком, вы стреляете в гуслю. Снаряд проходит за экранами и попадает в его настоящую боковую броню. А она всего лишь 100 мм. И поэтому я его пробиваю, когда он стоит ромбиком. Плюс еще ставлю на гуслю, он остается ваншотным. Учитывая, что сзади 3 врага, я это вижу по миникарте, и я понимаю, что Мауса надо быстро добрать. Вот, он куда-то там перекатывается, я понимаю, что вижу, что мне не удается назад откатиться нормально, сзади труп мешает. Опять не попадает по мне Маус, точнее не пробивает. Я его выцеливаю и в НЛД добиваю. Отлично, есть один фраг, довольно-таки опасный. Сзади меня еще несколько противников. Вот выкатывается ИС-3. Я понимаю, что у меня нет времени разворачиваться лбом, и я просто начинаю вытанковывать попой от трупа. ИС-3 меня не пробивает, вот подъезжает 50Б, я понимаю, что он с полностью заряженным барабаном, и я понимаю, что мне надо как-то его развести, потому что если я его не разведу, мои 800 хп просто улетят в миг. Что я делаю? Я становлюсь полубоком, даю в башню, и смотрите, как я доворачиваю, ребят, это на самом деле просто разводка на, скажем так, на не совсем умных игроков. То есть, если он стрельнет сейчас в ЛД, он точно не пробьет. Он стрельнет в бортовую броню, он тоже не пробьет. Единственный его шанс стрельнуть это в щеку. И смотрим, что делает 50Б. Он стреляет в маску орудия, не пробивает. Я еду на него, смотрите, как, ребята, как я еду. Я опять еду на него и делаю змейку, ребят. Я делаю вот, доворачиваю корпус вправо, чтобы была показана бортовая броня, а лобовая была под наклоном. Он не пробивает меня в бортовую броню, я его развожу и добираю. Все, 10 секунд, минус 2 танка, благодаря отличному танкованию на ИС-4. Фух, у меня, конечно, в этом бою, я вам честно скажу, нервы были просто на пределе, Мы с Кириллом просто ухахатывались. Я думаю, если бы вы видели этот бой в живой записи, то вы бы просто ржали вместе с нами, как мы. У меня осталось 2 снаряда, 4 голдовых, 3 фугаса, и практически весь боекомплект я отстрелял. Бой был очень динамичный, как вы видели, как я вытанковывал, и это просто жесть. Но опять же, ребят, не забывайте, что в данной ситуации и в смерти танка Кирилла виноват, конечно, был я, потому что я неправильно оценил обстановку и заехал в этот проходик. Но, с другой стороны, если бы я туда не заехал, то вы бы не увидели такой эпичный нагиб и такую эпичную, я считаю, игру на ИС-4. Ну что ж, вот и все. Закончим.
Ну что ж, дорогие зрители, надеюсь, после данного ввода вы согласитесь со мной в том плане, что Ис-4 это действительно наиболее комфортный и удобный танк в плане вытанковывания урона и продавливания каких-то направлений. Вы сами видели, что я бывал на нем в таких ситуациях, в которых тот же Е100 или Маус или какой-то другой танк он просто был бы практически мгновенно уничтожен. Но на Ис-4, благодаря каким-то грамотным финтам, доворотам, тактикам, ну и прочим маневрам мне удалось выжить, потому что я грамотно использовал свою броню, очень неплохую, я хочу сказать, и благодаря этому получилось вытянуть эти бои. Надеюсь, данный танк понравится вам так же, как он нравится и мне, и вы не будете кричать на форуме, что он не тащит, что он плохой и так далее и тому подобное. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, буду рад всем новым подписчикам, буду рад всем вашим комментариям, замечаниям и критике. Всех вам благ и до новых выпусков. С вами был Джов и канал Уголок Нагибатора. Чао, какао!